Здорово всем! С вами Миша Выплюшка, это канал бывшего осужденного. Это продолжение моей истории. Истории человека, который с ранних лет попал в мир криминала, оказался в тюрьме на малолетке. Потом раз за разом садился в тюрьму, вел такой криминальный образ жизни. Как я смог справиться со всем этим, как я научился жить нормально, какой путь я прошел, что происходило все эти годы. Давайте продолжим. В прошлый раз я закончил на том, что рассказывал, какие мы преступления начали совершать, я и моя компания, круг по интересам. И сегодня будет интересный выпуск, кстати, можешь поставить пока палец вверх, подписаться и написать комментарий вообще по поводу того, какой образ жизни я вел и как вообще вам моя житуха, моя молодость. Выпуск будет о том, за что меня первый раз посадили и как ко мне домой приходили, бандиты. Просто так они никому не приходят, кстати. И приходили они, устроили они мне но об этом все чуть позже. Итак, в общем, таким небольшим мелким криминалом мы занимались, я уже рассказал в предыдущем выпуске. И, в общем, первый срок я получил, у меня было 4 эпизода разбоев, грабежей, и квартирная кража одна. Вот сейчас за один расскажу вам, такой, который заслуживает внимания, скажем. В общем, был на районе здесь у нас один парень, он и сейчас есть, возможно, кстати, смотрит это видео, потому как все тут на районе знают уже, что я вот эти истории свои тут рассказываю. В общем, он тырил деньги у родителей. Ну и я эту хуйню узнал и такой взял его под свое крыло, давай делись, а я тебя чем-нибудь не знаю, какой-то опекой награжу в ответ. И все, он мне закидывал копейку тоже. Иногда он мне сам набирал, серый, я взял дом деньги, пошли потусим, и пошли. А потом, я начал охуевать. В принципе, я и так всегда был охуевший в этом возрасте. Я имею в виду в плане того, как жадность фраера сгубила, Я уже начал с него прям вымогать в каких-то моментах, говорить, что, лишний раз, говорю, дай мне иди возьми, мне надо. Он брал, приносил. Потом как-то у него что-то не было. Я стал его подпизживать, нет, запугивать. Он приносил. И вот в один прекрасный момент я синий пошел к нему за бабками. И возле дома его встретил. Прям шел к нему, а возле дома его встретил. И говорю, иди возьми денег дома, мне надо туда-сюда. Он говорит, да не, меня, Серег, спалили, я пока не могу, туда-сюда, надо подождать попозже, Ну и в итоге я, избил его, разбил ему лицо и угрожая оружием, поиздевался, над ним, запугал, он испугался, пиздец, я его в посадку оттащил, рядом был, закошмарил, он очканул, говорит, все, сейчас все принесу, кстати, к сожалению, здесь очень многих вещей не могу рассказать на ютубе, но если вам нравится эта вся жесть и вообще какие-то психологические моменты, какие-то такие истории, которые дадут вам какой-то опыт, консультация какая-то и так далее, и вообще узнать подробности, может быть, какие-то, то по ссылке в описании можете перейти на видео, там будет такая небольшая инструкция, как этот контент такой получить можно. Итак, продолжаем. В общем, он сказал, все, сейчас, все принесу. И, пошел домой, и все, и не вернулся. А на следующий день меня вызвали в отдел полиции, где я уже, милиции на тот момент, я уже состоял на учете в ПДН. По делам несовершеннолетних, И выспался, сорян. И в очередной раз я со всеми увиделся. В общем, мне так и так. Вот на тебя заявление, отпускает меня на подписку о невыезде, так как я не судимый, малолетка. Ладно, что стою на учете, похуй, малолетка. И я дома ничего не говорил, ни матери, а мать жила с мужиком уже, дядя Саша, она разошлась уже несколько лет, как пару лет, наверное, сошлась с мужиком с одним. Они потом поженились. Дима такой был.
Там такая история, короче. Потом он помоложе ее был, потом они что-то прожили лет 5. Она его застала у нас дома с какой-то телкой, я уже сидел, короче. Ну, короче, какая-то жесть, блядь. Ну, в общем, этот Дима, я с ним не особо был в ладах. Ну, мать живет и живет, мне как-то, ну, похуй с ним. И, в общем, я никому ничего не говорил. Вот. Блядь, сижу дома, гоняю, короче, думаю, блядь, что за хуйня теперь, что будет, закроют, не закроют. Все-таки, хоть и к тюрьме был готов, но когда вот так вот сталкиваешься, блядь, да, с тем, что на тебя дело завели, и тебя уже, вот уже все дернули, да. Это не то, что вот эта вот блатная романтика, когда ты думаешь, что ты бандит, бля, ёпта, а тебя менты за жопу берут, и все-таки думаешь, о, блядь, а сейчас, может, все-таки это, нахуй, игры-то, блядь, и закончатся, нахуй. Все-таки, блядь, поймать-то и посадить могут. Ну, не скажу, что я прям особо переживал, я прекрасно знал, бля, потому что, ну, преступления мы совершали постоянно. Я знал, что за это, блядь, могут закрыть, это там не шуточки, блядь, все, вот. Вообще хотел рассказать, сегодняшний выпуск сделать о своих друзьях, сказать, от своей компании, вот, с которыми мы вместе в то время отрабатывали, да, потом с кем вместе мы сели. Но по просьбе пацанов, тех, кто остался в живых, я не стал этого делать, потому что, блядь, ну, прошло уже много времени. Но они все равно не хотят, что мало ли где-то что-то всплывет, узнается, блядь, вот, было давно и неправда. Вот, и хотя в предыдущей версии биографии я рассказывал немного о них, но в этой версии не буду. Вот. Итак, в общем, сидел я дома, таком немного пребывал, блядь, в вакууме каком-то, блядь, в прострации, думал, блядь, что ж будет дальше-то, ёпта мать. Думаю, ну ладно, хуй с ним, блядь, не посадили пока, уже хорошо. Думаю, мать узнает, сейчас на суд будут дергать. Вообще странно, что ее не позвали со мной, блядь. Как законного представителя, я не был совершеннолетним тогда, но как-то вот не позвали, там, ну, не так хорошо система работала в Москве, по крайней мере, как сейчас. Вот, что, блядь, короче, звонок в дверь, вот сейчас самое интересное, блядь, про бандосов. Звонок в дверь, я смотрю в глазок, короче, стоит вот этот пацан, вот. С кем вот этот весь сыр-бор был, там, с кем там бабки эти. Вот. И я думаю, бля, ну может пришел там как-то порешать вопрос, там, ну, поговорить там как на мировую, там, что-то так далее. Вот. Ну, а мать, как вы знаете, что если заходит, то это ко мне, не к ней же. Раньше там все друг за другом же заходили, там не звонили, блядь, тогда мобил. У меня лично не было мобил. Тогда у кого-то были там какие-то черно-белые, там с полифонией пошли. Вот этого типа, кстати, с которым весь этот сыр-бор, у него была Engage, ёпта. Я у него, кстати, ее отжал, блядь. Вот. Я думаю, ну выдал. Выхожу такой, короче, закуриваю, блядь. И я говорю, ну чё, ёпта, блядь. И он такой, вот он. И тут из-за лифта выбегает. Я не помню сколько, блядь, 3 или 4, ну, взрослые здоровые мужики. Блядь, кабаны, вот это вот, не знаю, быки там или кто они там, как их называли в то время, блядь, можете, кстати, черкануть, да, в комментариях. Ну, вы поняли, да? Короче, блядь, ну все, мне начинает пиздошить прям там, прям все, ну, со стволами, блядь, причем они, вот, ну, один точно был со стволом, я помню, что их было 3, насколько я помню, вот. Все, мне прям ебучку начинают чистить прям на лестничной клетке, вот. И потом такие, давай вниз его, блядь, в машину. Я в перила в эти вцепляюсь, блядь, в лестницу, нахуй. Я говорю, я никуда не пойду, блядь, короче. Вот, они меня дергают, хуй там, да, мертвая хватка, блядь. Вот. И один такой из них, типа, давай в хату тогда, блядь. И они раз, блядь, и, короче, в хату меня закидывают, блядь, а там мать, блядь, дома. И вот муж ее, блядь, короче, пиздец. И он залетает такой, ну, самый первый с пистолетом, такой, типа, на пол, блядь. Матери и вот этому, блядь, мужу ее, Диме. Вот, мать там кричит, блядь, типа, что такое, там, раз сел такая. А Дим нихуя, Дим такой, ты что, типа, документы покажи, кто такой. Ему прям взяли, прям, какие нахуй документы, прям стволом, прям в лоб. Пум, блядь.
и давай его пиздошить. Бля, и, короче, его ебашили, блядь. Он, короче, орет там, типа, вам пизда, вы, суки, не знаете, с кем вы связались, блядь. Короче, он взял огонь весь на себя, бля, его запиздили, короче, убили нахуй. Ну, не убили, ну, вы поняли, да, забили его нахуй. Он такой, сука, вы не знаете, с кем вы связались. А он, чтобы вы понимали, он официант. Просто, блядь, был на водном стадионе такой ресторан-охотник, и он там работал официантом. То есть, блядь, представляете, бандосы, блядь, пришли, ну, реально. Потом, ладно, по порядку. Короче, блядь, он их, блядь, он на них выебывается, бля, они его ебашат, они его захуярили, пиздец. Они ему ухо оторвали, там половину ему пришивали. Короче, захуячили, блядь. На меня тоже напиздили, будь здоров, охуенно, блядь, короче. Во, блядь, вот так вот, нахуй, напиздили, блядь, 5 звезд. И я, короче, блядь, лежу такой, блядь, ну все, там, на полу, там, мать орет, там, этого, там, что-то добивают, блядь. И ко мне один подходит такой, который с пистолетом по башке мне такой стучит, блядь. Говорит, слышь ты, еще раз, говорит, блядь, короче, услышу там, типа, от него, от его семьи, что ты там, типа, как-то к ним какой-то, блядь, какие-то поползновения в их сторону от тебя. Мы тебя, короче, завалим. И так как, видимо, вот этот пацан рассказал, что как бы, ну, у меня на тот момент уже были там со старшими какие-то терки там, ну, опять же, вот с этими людьми, которые мне там, мини такая ОПГ, которые мне подарили вот эту вот машину там, ну, и, короче, понимали, что я какое-то там отношение небольшое там, может быть, там, ну, имею там, да, в каких-то кругах там, ну, кого-то знаю. Они, ну, и вот этот крендель стоял, мне по башке, короче, стучал, блядь. Говорит, и можешь, говорит, там своим сказать, что приходили солнцевские, и такой, я не помню, погоняло, но то, что солнцевские они сказали, я помню. Говорит, ты понял? Я говорю, да, и мне напоследок еще прям спыра, блядь, прям в глаз, бух. У меня вот такая гематома была, бля, где-то фотка, сука, ну, сейчас не найду просто, ну, ебло было вообще, бля, ёпта, вот, ну, пиздец, ёпта. Вот, и при всем, ну, я не потерял сознание, блядь, вот, к сожалению моему, когда меня пиздили, я почему-то сознание не терял, блядь, сука, завидую тем людям, которых вырубали, блядь, и они все это не чувствовали, я это все чувствовал очень хорошо. Вот, короче, все, потом они съебались, я быстро дверь там изнутри закрываю, там, бля, мать там, короче, ну, мать, видишь, как бы я в сознании, они там, Дима, там, типа, что такое, блядь, вот. И, короче, пиздец. Мать такая, типа, что это было? Вот. Я говорю, бля, я не знаю, ма, я вот это, звонок в дверь, я открываю, блядь, там какие-то люди, вот, ну, такая хуйня. Вот. А мать, ну, что, естественно, она вызывает ментов, блядь, типа, вот такая хуйня произошла. Вот, менты приезжают, я им то же самое, как бы, блядь. Они, блядь, такие говорят, что-то очень странно, блядь. Вот к тебе пришли просто так, блядь, вот к тебе. Ты человек, который, блядь, скоро будет судим за преступление. Ты человек, который стоит на учете, блядь, там, и так далее. То есть ты человек, за которым там есть какие-то преступления, которые мы не можем пока доказать. И просто так ты вышел покурить, и какие-то люди просто дали тебе и мужу твоей матери пизды. И с оружием пришли взрослые мужики, что-то как-то не складывается, блядь. Вот, и я им говорю, да не, ну серьезно, может там ошиблись, блядь, сам вот с таким ебалом. Короче, нас травмопункт, менты. Вот, но я же им не скажу, что, блядь, такая хуйня, кто там привел, что. Я понимал, что, как бы, блядь, я только на самом деле усугублю себе ситуацию, это все. Думаю, ладно, хуй с ним, будем разбираться сами. Вот, короче, все, нас там отфоткали, блядь, пришили ему ухо, блядь, там, не знаю, мне ебало было, конечно, вообще жесткое. Вот такая хуйня вот у нас произошла. Возможно, этот человек смотрит сейчас видео, да, потом меня посадили, и вот за это дело, да, меня посадили, там, у меня еще набралось несколько преступлений, меня это не остановило, я еще совершил ряд преступлений, там, квартирная кража была у нас, короче, там тоже еще один грабеж, вернее, 2 грабежа в Рязани. Вот. И фотоателье мы там ебанули одно. Вот. Фотоателье, вот квартирная кража и одна делюга, которую я взял на себя за человека, которого уже нет в живых. Я не помню, рассказывал вам или нет. Короче, на очной ставке меня опознала девушка. Вот.
А мы чертами лица были похожи с пацаном, с Тёмой, вот, царство небесное ему. И так как я уже сидел, я сказал, что да, это я, хотя это был не я. Вот. И Тёме ничего не было, он соскочил на свидетель, но спустя пару лет сел, короче, за убийство. Вот. Типа там 111, 4. Вот. Но это ладно, хер с ним. Суть не в этом. Суть в том, что просто это я не просто так сел на ровном месте, я просто до кучи загрузился, блядь, за эту канитель. Вот. В общем, если человек этот смотрит видео, хотел бы я перед ним извиниться, сожалею ли я об этом? Нет, наверное, нет. Я считаю, что я, во-первых, получил пизды за это хороших, во-вторых, как бы отсидел, скажем так, свое. А у нас ведь так это работает, да, наше не всегда справедливое правосудие, да? То есть отсидел, искупил же там долг, да, перед обществом. Ну, вот, во-первых. Во-вторых, как бы не знаю, нужны ли они ему извинения, мне ли нужно ли его прощение. Тут как бы такая канитель, как бы тоже спорная очень. Он дал повод, опять же, да, это я оправдываю себя, говорю, он дал повод мне, так сказать, доить его на бабки, блядь. Да, я себе позволил лишнего. Короче, там в совокупности, блядь, получается винегрет такой, за который, в принципе, ну, в нем ковыряться, блядь, тоже сейчас не хочется. Да и уже и похуй, на самом деле. Прошло столько лет. Я, на самом деле, реально, ребят, блядь, когда вспоминаю, это как будто было не со мной, как будто было какое-то кино, блядь. Вот, про фильм «Сволочи», да, какие-то малолетки. Блядь, мы там иногда такой творили, пиздец. Барыгу, помню, одного, блядь, поймали нахуй. Случайно, блядь, обули на улице, блядь. А у него полные карманы, блядь, были порошка хмурого, блядь. Вот, а мы его просто хотели на бабки обуть, с дискотеки возвращались, блядь. Вот. Ну, мы порошок раскидали, мы пиздюки, нам вообще это нахуй было не надо. У него хорошая сумма бабок была с собой. Вот, как мы в кустах его напиздили, блядь, сука. Короче, там много чего было, ребят, еще раз повторюсь. Ссылка в описании, смотрите. Вот. Итак. Дальше, что я вам хочу сказать. Я продолжал чудить после всего этого, еще вот совершал эти преступления. В Рязани ездил, совершал преступления. В Москве еще у меня было одно преступление, за что меня потом тоже судили первый раз. Тоже похоже вот с этим. Ну, перегнул палку. Ну, доил на бабки и перегнул палку. В Рязани были, ну, другие, там просто мы колпашили, блядь. В другие районы уезжали, там что-то отрабатывали. У кого, короче, какие предложения были. Здесь в Москве я в основном орудовал один. Вот. И, в общем, в один прекрасный момент посадили меня 1 апреля, блядь. Я шел домой и увидел рязанский автомобиль, ну, машину, рязанский автомобиль. Рязань не производит автомобили. Увидел автомобиль с рязанскими номерами. Вот, возле дома. Я думаю, может, гости какие-то к матери приехали. Но нет, это были опера. Блядь, одного из них я, кстати, знал. Там такая тоже история была интересная, блядь. Коррумпированный полицейский, мы с ним уже пересекались. Блядь, ладно. Это сейчас эти истории, блядь, они будут... Я не дойду до того момента, блядь, как я сел. Блядь, сука, и рассказать хочется. Веселая история это была, блядь. Блядь, пиздец. Ну ладно, хуй с ним. Короче, приехали за мной менты, и раз такие, типа, все, стоять там туда-сюда, короче, мать стоит в коридоре, мне уже баул в тюрьму собрала, блядь. Ну и все, повезли меня в Рязань. Когда мы приехали в отдел, они мне показывают листок, короче, бумаги форматный, вот это А4, на котором на одной стороне написаны наши все имена, фамилии и погоняло. Вот. А на другой стороне очень много эпизодов, блядь, всяких разных преступлений. Короче, ну и все, и меня закрывают сразу под арест, все, меня сажают в тюрягу, блядь. Потом я, блядь, сколько? Наверное, год. Короче, следственные действия и то, как меня судили, длилось все это 1,5 года. Вот, потому как они на меня вешали какие-то новые преступления, я там
отказывался, доказывал свою невиновность, алиби, потом что-то еще. Блять, один хуй был вообще. Вот Чан, помните, я про Чана на стриме рассказывал? Блять, его поймали на этом, блять, на каком-то преступлении. Он рассказал какое-то преступление, свалил его на меня. Меня опять дергали, блядь, чтобы, сука, это... докажут, не докажут. Короче, по итогу доказали в Рязани. Сейчас скажешь, как раз, два, три. Три вроде, да, 3 эпизода разных преступлений там средней тяжести. И в Москве вот 2 эпизода вот таких, короче, которые рассказал. Дали мне там 3,5 года. На кассационной жалобе скинули, да, 3,3. Потом вывезли на раскрутку в Москву этапом. Вот. И добавили еще год и 3, получилось 4,5 года. В общем, первый срок мне дали 4,5. Но на тот момент, когда меня осудили, короче, я под следствием за всю вот эту хуйню вместе провел 2 года. То есть просто вот с последствием и суды шли 2 года. Вот в камере я сидел. Когда я в зону приехал, это был Брянск, я, короче, отсидел уже 2 года, блядь. А так как я сидел по малолетке, в общем, ну, через год я уже освободился по УДО. Вот, условно, досрочно. Вот такая была канитель. В следующем ролике я вам расскажу вот именно про мои первые ощущения, когда я там заходил в хату, вот, в тюрьме. Малолетка. Ну и вот это вот все. Там, зона. Не знаю, освобождение там, может быть, успею, если. В общем, вот такого плана. Дальше будем двигаться. В общем, вот такую дичь я творил, ребят, я ее не одобряю. Я сейчас вот, ну, серьезно, блядь, отвечаю, вот можете верить, можете нет. Я вспоминаю это вот, как будто это, блядь, это было серьезно не я. Мы вот с пацанами иногда начинаем что-то вспоминать, обсуждать, блядь, мы сами в ахуе над собой, какими мы были. Вот, и, соответственно, блядь, надеюсь, что времена эти прошли, и сейчас молодежь не такая дикая, хотя бывают случаи, конечно. Вот, это, на самом деле, страшная вещь. Слава богу, что вот хотя бы там жив остался и никого не убил за все вот эту вот движуху нашу, за все наше время там криминальное, блядь. Вот. И рано или поздно такая жизнь приводит. Я еще, блядь, долго хуевертил, пока меня не посадили. Меня отпустили на подписку, блядь, я потом продолжал хуевертить. И вот, блядь, короче, долго это все было. Вот такие дела, ребят. Ладно, чё? Я знаю, да, я знаю, что это я был гаденыш такой. И это все неправильно, это все плохо. Всем спасибо, кто присутствовал. Короче, ставим лайки, подписываемся на канал, пишем свое мнение по этому поводу. Не забываем про ссылки на ВК и Инстаграм в описании. Также хотел бы сказать огромное спасибо всем спонсорам канала, кто нажимает синенькую кнопочку «Спонсировать». Вы мне очень помогаете, продвигаете меня по Ютубу. В принципе, все. Давайте до новых встреч, до новых выпусков.